Приветствую вас на канале Техревизор. Давайте расскажу вам о довольно горячей теме. Это ноутбуки в районе 50-60 тысяч рублей. Очень популярный бюджет, в котором ищут модели и для работы, и для учебы, и для какого-нибудь гейминга. В общем-то, бюджет совсем неплохой. Но в реалиях 2024 года найти игровой ноутбук без акций, скидок и прочего практически невозможно. Поэтому в мой топ-5 вошли ближе к офисным и рабочим задачам ноутбуки. А там уж и гейминг не за горами. Никто ж не запрещает. Да и мощности у них довольно не детские. Поэтому смотрите на каждую позицию с точки зрения своих потребностей. Чтобы узнать актуальную стоимость каждой модели, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас только лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! На 5-е место рейтинга я поставил один из вариантов Lenovo IdeaPad Slim 3. Это одна из самых доступных моделей в рейтинге стоимостью чуть более 50 тысяч рублей. Есть у нее как плюсы, так и минусы. Но свои деньги, как по мне, этот ноутбук полностью отбивает. Внешне это стандартный ноут с экраном на 15,6 дюйма. Непримечательный серый лэптоп небольших размеров, удобный при частой переноске. Конечно, это вообще не самая компактная модель из всего рейтинга. Но в целом ноутбук действительно удобен в переноске, не тяжелый. Поэтому с мобильностью проблем не будет. Мне очень понравилось только то, что он весь пластиковый. Это, конечно, немного дешевит, но страшно или нет, смотрите сами. Экран при этом на IPS-матрице с Full HD разрешением. В принципе, довольно стандартные параметры без изысков. Картинка яркая, цвета насыщенные, четкое изображение, не ребит. Конечно, не обходится без засветов на темном фоне, но видны они разве что при включении и загрузке винды, поэтому особого внимания на себя не обращает. Главное, что в целом радует качество картинки. Процессор сюда установили довольно неплохой. Core i5-12450H. Да, не самый современный и прогрессивный. Любые игры не потянет. Но для рабочих задач его 8 ядер и тактовой частоты хватит с головой. А главная особенность этого ноута — оперативка 16 гигабайт DDR5. И получается действительно быстро работающий интерфейс и базовые рабочие программы. Поэтому, если вам достаточно легкого гейминга, производительности хватит. При этом на месте все необходимые разъемы. Пара USB-A, USB-C, HDMI и мини-джек под наушники. Так что и здесь есть все, что может понадобиться. 4-е место занимает Huawei G16. Этот ноутбук немного поинтереснее в деталях, но он стоит процентов так на 10 больше. Базово в нем мало что изменилось. По габаритам этот ноут слегка побольше из-за 16-дюймового дисплея. Но в целом, конечно, различие в размерах минимально. Другой момент, что этот ноут весь в металле. Это, конечно, добавляет приятных ощущений. Кому как, а мне приятно ощущать легкую тяжесть в руках. Как будто от этого ноут качественнее. Но не суть. Правда, зимой, зараза, холодный. Но это так, небольшие издержки. Из дополнительного апгрейда относительно прошлого Lenovo клавиатура с подсветкой. Согласен, тоже спорное преимущество. Но, тем не менее, лично для меня недопустим ноут без подсветки, так как часто приходится работать в темное время, когда не хочется включать свет и будить близких. А там уж не знаю, нужны вам эти огоньки или нет. Качество картинки осталось тем же. Full HD разрешение, IPS-матрица. Фундаментально ничего не изменилось, соответственно и изображение плюс-минус такое же. Жаловаться не придется. Ну, если только вы не профессиональный дизайнер, которому необходима самая точная цветопередача по всем параметрам. Это вам монитор надо искать, не ноутбук. По производительности есть небольшие изменения, даже скорее downgrade. Процессор поставили такой: i5-12450H. Тут без вопросов. Но вот оперативной памяти тут 8 гигабайт. SSD-шник такой же на 512. Но если для вас это не критичный момент или вы хотите иметь больший задел на будущее, всегда можно докупить лишнюю плашку и без проблем установить. Но да, за большую стоимость, конечно. А хотелось, чтобы память не урезали. 3-ю строчку рейтинга занял Realme RMNB 1002. Довольно интересный вариант для тех, кому нужен максимально легкий и мобильный ноут, чтобы не занимал половину портфеля и не требовал много места на столе. Начинается все с 14-дюймового экрана, а заканчивается тонким металлическим корпусом и облегченным весом на фоне конкурентов. Кому-то может показаться, что по сравнению с привычным 15,6 дюйма 14 будет мало, но в этом плане нет вообще никаких заморочек. 1,5 дюйма большой роли в восприятии изображения не играют, а вот на общие габариты вообще легко. Есть у его дисплея одна особенность – разрешение. Вот здесь Realme не пожалели и поставили 2К матрицу. В пикселях это 2160 на 1440. И при такой небольшой диагонали 2К выглядит просто феерично на фоне уже привычного Full HD. Браузер, игры, мессенджеры – все выглядит по-другому. Более четко, что ли. Эффект можно сравнивать разве что с надеванием очков или линз при плохом зрении.
В общем, глазам действительно приятно. И по насыщенности и глубине цветов все на хорошем уровне, поэтому изображение у этого ноутбука действительно одно из лучших за свои деньги. А вот с процессором заморачиваться не стали. Почему в третий раз мы видим Core i5, только другого поколения, 1135G7. По мощам он уступает прошлому 12450H, но если вы рассматриваете этот ноут для рабочих, рутинных и офисных задач, вообще никаких лагов и глюков не встречается. Другое дело, что здесь немного другой расклад по портам. Нет привычного HDMI. Вместо него здесь специальный Type-C, поэтому если вы часто им пользуетесь, понадобится новый провод для подключения. Второе место занимает Tecno MegaBook T1, самый дешевый ноутбук из всего рейтинга. На момент выхода ролика его цена что-то около 55 тысяч рублей. В том числе по этой причине я отдал ему высокую позицию. Но еще этот ноут понравился мне как раз тем, что не хватало прошлому Realme – мощностью. Сюда установили добротный Ryzen 7 5800U. Конечно, это не самое последнее поколение на современном железе, но эти 8 ядер все равно еще могут дать жару даже спустя несколько лет. Максимальная тактовая частота 4,4 ГГц, 7-нанометровая база, приличная графическая часть. Все это дает приличные показатели в рабочих приложениях и играх. За эти деньги Ryzen 7 5800U буквально одно из лучших предложений на рынке для серьезных программ и гейминга хотя бы на каких-то приличных настройках графики. Плюс к тому тут 16 гигабайт оперативной памяти. Правда, тоже не последнего поколения, а DDR4. Но и ее хватит для быстрой работы ноутбука, поэтому жаловаться не придется. А вот с чем мудрить не стали, так это с экраном. Тут стоит базовый дисплей на IPS-матрице с Full HD разрешением. Натянуто это на стандартную диагональ 15,6 дюйма. Никаких изысков в лице 2К или повышенной герцовки не встречается. Но и придраться особо не к чему. По итогу вполне приятный для глаз экран. Что для любительского гейминга, что для работы, учебы, рутинных дел и так далее. При этом на месте все необходимые порты. Тут, как с прошлым Realme, возиться не придется. Есть несколько USB-A, один USB-C, HDMI и выход под наушники. Так что в этом плане посвободнее. А там смотрите сами, может и не нужно столько всего. Лидером рейтинга стал Asus VivoBook i1504FA L1529. Такой же отличный ноут, компактный, тонкий, легкий, в металле. В общем, внешне не придраться, вполне мобильный и солидный, по параметрам также не обидит. Конечно, сюда не поставили такой же мощный 8-ядерник, все-таки здесь проц немного попроще. Ryzen 5 7520, построенный на платформе с меньшим размером транзистора, что хоть немного, но добавляет производительности на фоне 4-ядерников конкурентов. Плюс к тому он поддерживает работу с более быстрой и современной памятью DDR 5-го поколения. Для этого Asus не пожалели и поставили 16 гигабайт ОЗУ, как раз таки DDR5. Ну и 512 SSD само собой, поэтому жалоб на глюки и зависания не будет уж точно. Но это если говорить о более спокойных базовых задачах. Программы потяжелее и всякие современные игры пойдут сложнее. Но пойдут, хотя наглеть тоже не стоит, все в меру. Еще мне понравился экран. Базовая диагональ в 15,6 дюйма, Full HD разрешение на великой и могучей OLED-матрице. Только OLED чего стоит в этом конфиге. По сравнению с IPS цвета стали заметно глубже, насыщеннее. Картинка по-другому смотрится в целом. Поэтому, хоть тут и не 2К разрешение, не 144 Гц частота обновления, а свежим взглядом посмотреть на приевшееся приложение точно получится. Да и каким-нибудь дизайнерам более точная цветопередача в кассу. В общем, этот Asus VivoBook вполне отличное универсальное решение что для работы, что для учебы, что для гейминга в перерыве. С шикарным экраном, быстрым процессором, всеми интерфейсами для подключения и обширной памятью. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.